Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил. Вы на канале funzei. Давайте продолжаем играть в The Stanley по арабу. Продолжите игру. Продолжим. Фух. Подожди, а что будет, если я сейчас вот останусь в этой комнате? После всего того, что произошло. Ясно, ничего не происходит. Ладно, пойдем по линии, как и говорил диктор. Опа. Знаешь, что забудь про линию приключений. Чем она вообще нам помогла? Мы ведь с тобой разумные люди. Почему бы нам не придумать свой сюжет? Захватывающий, смелый, загадочный. По-моему, вполне реально. Почему бы нам просто не пойти, ну скажем, в этом направлении? Пойдем. Почему бы нет? Yes, this как is exciting. Just me and Только Stanley я и forging a new Стэнли path, прокладываем новый a new путь. story. Новый Well, it could be сюжет. anything. Тут может быть What do что you want угодно. our story to be? Какой сюжет ты хочешь? Go wild. Не стесняйся, Use включи your фантазию. imagination. Whatever it might be, Stanley. Что бы ты ни придумал, I'm Стэнли, я ready в деле. for it. Ну, даже, ну не знаю. Oh no, not you Опять again. ты. Stanley, Откуда она I'd вылезла? also like Стэнли, to я veto the накладываю line from вето на having any любое role in влияние our линий. awesome new Наш story. чудесный No новый lines сюжет. or monitor Никаких rooms. линий. Just don't acknowledge it. Не обращай You внимания should на be нее. fine. Ладно. Не буду обращать внимания. Опа, она ушла в потолок. О! Какая-то комната. Ага, выбор. Нужно принять решение. Теперь сюжет в наших руках. Нельзя опускать такую возможность. Упускать. Мне даже нужно подумать минутку. Просто походи пока кругами. И вот так. И так известно, что всякая дверь куда-то ведет. А это значит, что там находится, куда мы хотим попасть. Есть обратная дверь, ведущая сюда. А это, в свою очередь, значит, что наш пункт назначения соответствует исходной точке за обратной дверью. Поэтому начать нужно с правой двери. Пойдет ли наша правая дверь куда мы нужны? И поскольку ответ очевидно, да, несомненно, нужна правая дверь. Логика всегда побеждает. Стэнли, навстречу судьбе. Ну ладно, в прошлый раз я тебя не послушался. Давай в этот раз тебя послушаюсь. Почему бы и нет? Что, блин? Запутанную концовку. Течение. Хотите сказать, мы сейчас в ней? Это все одна большая концовка? И нам нужно перезапустить игру целых 8 раз? Нихера себе. Так вот это все как устроено. Все предопределено. Судя по твоему плану, теперь я перезапускаю игру еще раз, а потом... Что я не хочу забывать. Вот так, я возьму и лишусь памяти только потому, что это так написано на этой штуке в стене. А меня спросили, почему я не могу решать? Почему у меня нет права голоса? Просто... Не может быть, я так не хочу. Я хочу, чтобы игра запускалась, не хочу начисто все забывать. Не хочу быть в этой западне, я не перезапущу ни за что. Ни за что, ни за что. Таймер что, остановился? То есть мы смогли, разорвали цикл, нарушили все, что в этом плане. Как нам понять? Что-нибудь придет? Что случится? Что происходит, блядь? Ну ладно. Вздыхает. Просто подожди вообще. В какой-то степени это тоже сюжет. Ты согласен? Да, вполне. Я не совсем уверен, мы пришли или обратно вернулись. Ведь всегда говорят, что дело не в том, а что мы надеемся. Скоро узнаем, так ведь? Со временем. А пока если у тебя... Блять, что за гудок? Автоматически перезагрузил. А, я с самого начала начал. Я с самого начала начал. Охренеть. Кстати, да, чтобы вам было понятнее, что здесь происходит, лучше посмотрите еще и прошлую серию. Есть ссылочка в описании. Можно вот так вот справа, вот сверху есть ту штучка, которая проявляется на протяжении видео. Там есть ссылка на плейлист.
А если вы спустились вниз, можете еще лайкосик поставить. На подписку нажать. Ну, раньше я шел вправо, давайте сейчас влево схожу. По его дороге. Что же она, куда же она меня приведет? Я не знаю, действительно. Никого не оказалось. Стэнли не поверил своим глазам. И решил пойти наверх в кабинет начальника, надеясь найти там ответ. Проходя по лестнице, пошел наверх в кабинет начальника. Ну ладно, давай наверх пойдем. Потом еще можно будет чекнуть еще разные варианты развития сюжета. Ни хрена себе, какой бахатный кабинет. Окей, вот здесь вроде кабинет начальника, это, наверное, его секретарша, да? Какая-то комната. Это, наверное, все-таки вот это кабинет начальника, да? Зайдя в кабинет начальника, Стэнли снова поразился тому, что все люди пропали без следа. Потрясенный Стэнли спрашивал себя, кто бы все это мог подстроить, что за темный секрет от него скрывали. Откуда ему было знать? Это кнопочная Дональд скрывала жуткую правду, которую начальник хотел от него утаить. Начальник даже придумал для нее особый секретный ход. 2, 8, 4, 5. Откуда ты знаешь код? Стэнли, разумеется, этого не знал. Откуда диктор знает этот? А что если диктор начальник? 2, 4, 5, 8. Что он там сказал? 8? Я забыл, что он какие цифры он сказал. 2, 8, 4, 5. Невероятно. Он просто нажимал случайные кнопки на панели. Стэнли по счастливой случайности ввел правильный код. Потрясающе. Ну да, конечно. И зашел в открывшийся проход. Ебать, в натуре напоминает креску и портал. Вот эти вот штуки, вот и фонари особенно, прям крайне. Как будто это Valve сделали эту игру. Так, справа ничего нет. Слушай, а может реально Valve сделали эту игру? Хрен его знает. Но игра крайне прикольная. Задумка охеренная. Спускаясь в глубину здания, Стэнли почувствовал себя как-то странно. В его груди зашевелились чувства. Он словно стал мыслить свободнее и задался вопросом о природе своей работы. Почему именно сейчас? Хотя это годами не приходил ему в голову. На этот вопрос скоро будет получен ответ. Сейчас я поправлю накидку. Поправил. Опа. Искра. Так. Стэнли пошел через большую дверь с надписью «Комплекс управления разумом». Escape. Выход. А вот это, кстати, интересный выбор. Ну ладно, раз уж я пошел по следу голосу диктора, пойдем дальше по ему следовать. Потом как-нибудь еще изучим другие ходы. Может, даже в этой серии, я не знаю, сколько будет этот ход длиться. Так, какой-то Ну тут только кнопка, давай нажму. Лампы осветили огромную комнату, полную телевизора. Что за ужасный секрет скрывает это место? Отважился ли он это? Отважился ли он это? А, это та самая комната, где он там стоял, видел. Теперь я снизу. Серьезно. Фига. Так, камера. Ни хрена себе. Мониторы ожили и показали свою истину. На каждом был номер сотрудника одного из коллег Стэнли. Жизнь стольких людей свелась картинках на экранах, в том числе и Стэнли. Вечно под наблюдением. Соус. А где, кстати, мой? 427 вроде был, да? Блять. Верни цифры. Где мой? Я хочу увидеть. Вот, 427, вот он. Так, а теперь покажи картинку.
Да, там пусто. Даже вон кабинет начальника он виден. Что? А он тоже цифры определяет. Так, лифт. Комплекс управления разумом. Это было так ужасно, что не верилось. Это не могло быть правдой. Неужели кто-то управлял Стэнли все это время? Вообще-то да, диктор. Он был доволен своей скучной работой. Его чувства манипулировали, чтобы он слепо принимал свою судьбу. Нет, он отказывался в это поверить. С этим нельзя было смириться. Его жизнь в чужих руках, ну уж нет. Куда его вообще направляют? Это просто невероятно, правда. Неужели это возможно? Какой странный релифт, а? И почему так всему много? Неужели он всю жизнь провел с закрытыми глазами? Он еще так эмоционально это говорит, диктор. У меня, конечно, да, не такие профессиональные эмоции, чтобы так говорить. А сзади лифт. Механизмы для чувств счастья и удовлетворения. Грусть, сон, еда, работа, все отложено управляется отсюда. И когда ледяное понимание накрыло Стэнли, он решил, что не позволит этим машинам управлять другими людьми. Он решил отключить их раз и навсегда. Это что, истинная концовка? А я все еще сижу там и нажимаю на клавиатуру. Прикольно. Такой звук прикольный у кнопок. А здесь? О, здесь звук другой. Вот здесь практически одинаковый звук, а вот там отличается у каждых кнопок. А здесь? Так. Пожалуй, потыкаю, послушаю звуки. Правда, тут так темно, что капец. Ну прикольно. Что здесь за кнопочка? А. Ладно, ничего не происходит. А вот здесь справа нажать. Ладно. Тут еще какие-то кнопки есть. Но вообще, я думал, там какая-то главная кнопка должна нажиматься. Окей, а если я нажму на эту кнопку? Ничего не произошло. А здесь? Ничего. Тут еще какую-то дверь. Тут, походу, еще есть варианты развития сюжета. Ну, это, наверное, сейчас истинная концовка будет какая-то. О, кстати, я могу вниз спуститься и наверх подняться. Что за переходы? А, это просто переходы, что ли? Так. Что за красная зона? Ладно. На самом деле, я это еле вижу, если честно. Тут так темно, капец. Так, окей, 5-е. Ничего не происходит, окей, внутрь войду. Там еще какие-то надписи разные. Все на инглише. Так. Система пала. И когда наконец он нашел источник питания, он знал, что это и его долг. Положить конец этому ужасному месту. И все, что он воплощал. Ну до сюда дойти я еще смогу. Включить, выключить. Так оно уже включено. Если я нажму он, ничего не произойдет. Я хочу проверить, что произойдет. Давай. Стэнли, ты ведь не выключил машину, правда? Столько лет они держали тебя, а ты хочешь сам взять машину под контроль? Ты этого хотел? Власти? Стэнли, я уважаю твои усилия, правда. Но ты должен понять, машина не всесильна. Ты должен был выдохнуть, отключить машину и уйти. Если хочешь пустить мою историю под откос, придется положить больше. Боюсь, ты переоцениваешь свои силы. Вот тебе скажем такой пример. Внезапно Стэнли понял, что только что запустил систему аварийной детонации. Если активировать машину, он пойдет поверху.
nuclear Автоматический detonators ядерный to заряд explode, уничтожит весь комплекс. eliminating the entire complex. How long И until сколько же detonation у then? нас до взрыва? Let's say 2 minutes. 2 минуты. Ah, now this is Как-то making things a веселее, little more правда, fun, Стэнли? isn't it, Stanley? It's your time to Настало твое shine. время, Стэнли. You are Ты the star. звезда. It's your story История now. теперь твоя. Shape it to your Можешь менять heart's ее как desires. вздумается. Oh, this is much better Так than даже what I лучше, had in чем я mind. задумывал. What a shame we have so Какая little жалость, time что left to осталось так мало enjoy it. времени. Mere moments До until взрыва the всего bomb goes off. минута But другая, what precious но тем moments each искреннее one of каждое them is. мгновение. More time to talk Столько about всего you, можно обсудить. about me, Тебя, where меня, we're going, куда мы идем. what all this Что все means. это I значит? barely know where to Не знаю, с чего start. начать. What's that? О, там You'd like to know проход where как your раз есть. coworkers are. A moment Открылся of тот самый solace проход. before you're Но obliterated. вон тот не открылся. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Ах ты, сука. I erased them. Я их стер, I я turned off включил the машину, machine. я I тебя set you освободил. free. Of course, that was merely in Конечно, this это было instance of только the на story. этот раз. Sometimes when I tell Иногда в it, I истории ты simply let you остаешься sit сидеть there в in your кабинете, office forever, pushing buttons всегда endlessly нажимая and на then кнопки и dying умирая в alone. одиночестве. Other times, I let the Иногда office офис sink into the стонет в земле ground, вместе с swallowing своими everyone сотрудниками. inside, or I let it burn Иногда to я a сжигаю crisp. его дотла. I have to say this, though. Но, This признаться, эта version of версия events has событий been была rather довольно amusing. забавной. Watching you try to make Интересно sense of смотреть за everything тем, and take как ты back the пытаешься control найти во wrested всем away from you. смысл и It's вернуть quite rich. себе I власть над almost судьбой. hate to see it Даже go. оставаясь But I'm sure whatever I come уверен, up with что на on the следующий next go заход around will be even придумаешь что-то better. еще лучше. My goodness, only Мать 34 чистая, seconds осталось left. 34 But I'm секунды. enjoying this so Мне так much. нравится. You know what? Знаешь To hell что? with it. Черт с ним. I'm going to put some Добавлю extra еще time немного on к the таймеру, clock. почему Why бы нет? not? Минуту These добавлю. are precious additional Эти seconds, лишние Stanley. секунды, Стэнли. Time doesn't grow on Они на trees. деревьях не растут. Oh dear me, what's the matter, Что Stanley? такое? Is it that you have no Ты idea не where знаешь, you're куда going or what тебе you're supposed пойти to и be что doing делать? right now? Or did you Или just думаешь, assume when you что saw that раз таймер timer that в something этой in this комнате room was capable тебе of что-то turning it дает? off? I mean, look at you. Ты посмотри на себя. Running from button Бегаешь to от кнопки button, к кнопке, screen от to экрана к screen, экрану. clicking on every Нажимаешь на little все, thing in this что room. попадется под руку. These Я не numbered нажимаю ни на buttons. что, что-то. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Это Or большая this красная. door. Или это Everything, дверь. anything, something Где-то here will что-то. save Есть me. же какой-то выход. Why would you think that, Почему Stanley? That this ты так не video game думаешь, can be Стэнли? beaten? Что это Won, видеоигру sold? можно пройти или Do you победить? have Ты any вообще idea понимаешь, what your зачем purpose нужно in это this место? place is? Смеется. Stanley, Стэнли, you're ты in for будешь quite a очень разочарован. disappointment. But here's a spoiler for you. Вот тебе That спойлер. timer isn't a Это таймер catalyst to не keep за the тем, action чтобы moving держать along. темп It's just повествования. seconds ticking away Он to просто your отсчитывает death. секунды до You're твоей only still смерти. playing instead of Ты все watching a еще играешь, cutscene а не because I want to смотришь watch you заставку. for every moment that Что мне you're нравится powerless. наблюдать, To see как ты you теряешь made волю, как humble. This is not a спесь. challenge. Это не It's a испытание, tragedy. это You трагедия. wanted to Ты control хочешь this управлять world, этим миром, that's fine. пожалуйста. But I'm going to Вот destroy только я его it уничтожу, first, so так you что не выйдет. can't. Take a look at the clock, Stanley. Встань на That's часы. 30 seconds you have left to struggle. Осталось 30 бороться seconds всего until 30 a big секунд, boom а and then потом nothing. бабах и No пустота. ending here. Никакой Just you концовки, being тебя blown просто to разорвут в pieces. куски. Will you cling desperately to your frail Отчаянно life, цепляться за or will свою you let it хрупкую go жизнь или peacefully? уйдешь с миром. Another choice. Ну вообще, я ничего не боюсь. Во-первых, Order. все равно It's игра all начнет the заново, same и to тем me, более тут all есть part кнопка of the off, joke. которую я не нажму. And believe me, I will Давай. be laughing at every Осталось second 5 of your секунд. inevitable Нажимаю. life А, from the не moment работает. we fade in Блять! until the moment I say happily ever after. На нахуй. Кнопка не работает, а я все это время стоял, надеялся, что она будет работать. Окей. Я снова жив. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Где ему будет комфортно? Ты серьезно хочешь, типа, When Stanley came выйдет to a из set двери, of Станлey two вошел open в левую. doors, he entered the door on his left. В левую? А ты вроде говорил что-то про комфорт, а справа зона комфорта. Давай This мне was выйдем. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Вот комната отдыха. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper, something darker. Подожди, серьезно? Ты вроде говорил мне что-то про зону отдыха, но ничего не происходит. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Переговорная.
Окей, справа я потом чекну, что там. Ну, я там был, но я хотел бы еще там походить, проверить, что там. Что это за комната? Так, не открывается, понятно. Картина тут, конечно, прикольная. Вот красивый цветочек. Только вот здесь почему-то мыло какое-то. Чё шумит? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Серьезно? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. И пошел дальше. Опа. Что? Тут почему радиоактивная какая-то херня? Окей, давай. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ну я там был, я там смотрел, там еще есть куда двигаться, там есть что посмотреть. Ну давай-ка в этот раз пойдем вниз. Не открывается. Какая-то красная штука. Так, здесь светильник какой-то странный, почему-то работает только в одну сторону. Еще какие-то бумажки, ладно, ничего интересного. Так, машина. Стэнли не нашел в себе сил. Он представил себе, как проходит к начальнику рабочее время вместо того, чтобы работать. А его ведь могут уволить за такое. И зачем ему рисковать своим местом во время кризиса? Кризис? Почему? Что ему показать? Будет все. Начальник подумал, что он сойдет с ума. А потом Стэнли подумал, вот что. Может быть, подумал он, я и правда сошел с ума. Все мои коллеги разом исчезли без всякой причины. Но в чем не было логики? И как только Стэнли задумался об этом, то сразу заметил в другие странности. Например, почему он не видит своих ног, когда смотрит вниз? Логичный вопрос. Почему двери сами собой закрывались за ним? Если на то пошло, то неужели они просто повторялись? Я сказал себе, что все это слишком странно, чтобы быть правдой. И тут, наконец, пришел к выводу, который давно крутится на языке. Раньше он не мог подобрать слов. «Я сплю!» — закричал он. «Это всего лишь сон». Стэнли стало так легко от того, что он наконец нашел объяснение. Все его коллеги не пропали, его не уволили. Он не сошел с ума. Итак, он подумал, значит, я скоро проснусь. Вернусь на скучную работу и опять нажимать на кнопки. Тогда можно оторваться как следует, раз сон такой яркий. Поэтому он представил, что летит, и мягко поднялся с земли. Ебать! Потом вообразил себя парящим сквозь пустоту космоса. Полного космоса появился. Здесь что, блядь? Кнопки. А потом Стэнли в голову пришел самый странный вопрос из всех. Он даже удивился, что не задал его раньше. Почему у меня в голове есть голос, который описывает все, что я думаю и делаю? А теперь голос описывал, как Стэнли подумал о нем, и это было особенно странно. Мне снится голос, который описывает, как я задумался о том, что описывает мои мысли, подумал он. Стэнли задумался о том, что все это очень странно, и спрашивал себя, на самом деле это, конечно, был не сон, какой еще сон? Или Стэнли просто обманывал себя, думал, что раз уж он заснул, то больше не должен ни за что отвечать. Стэнли сейчас настолько в сознании, насколько это возможно. Стэнли был потрясен, услышав эти слова от голоса. Он ведь абсолютно точно знал, что все это, несомненно, было самым настоящим сном. Голос, что не видел, как он минуты назад летал и парил. Ты что так быстро начал говорить? Разумеется, ведь голос был частью. Ему бы только. Вот что он сделал. Он докажет, что контролирует ситуацию, что это все сон. Поэтому он мягко закрыл глаза и разрешил себе проснуться. Он почувствовал мягкую тяжесть одеяла, прикосновение матраса к спине. Свежий воздух настоящего непризрачного мира. Он проснулся, подумал он. Я хочу проснуться. Хватит с меня этого сна. Пусть он закончится. Хочу вернуться на работу и нажать на кнопки. Мне больше ничего не надо.
It's all I want. Ну это думает Стэнли, а не I я. want my apartment Хочу, чтобы у and меня my были wife and квартира, my job. жена и All работа. I want is my Пусть все life будет так же, как exactly было the way раньше. it's always been. My life is normal. Нормальная жизнь и I нормальный am я. normal. Все будет хорошо. Everything will be fine. I am Я в порядке. okay. Ха, это не сон. Stanley began screaming. Начал кричать. Please, Разбудите someone меня, wake me up. кто-нибудь, My name is Стэнли. Stanley. У меня есть I have a начальник, boss. свой I have an кабинет. Я office. I am настоящий. real. Please, just someone Кто-нибудь tell me I am скажите, что я real. I настоящий. must be Я real. I must be. настоящий, Can я anyone знаю. hear my Кто-нибудь voice? меня Who слышит? am I? Who Кто am я? I? Кто я? And everything went black. Потом наступила пустота. This is the story of a Это woman история named женщины по Mariella. имени Мариэлла. Что? Mariella woke up on a Мариэлла day like проснулась any самым other. обычным She утром. arose, Она got встала, dressed, оделась, gathered her собралась и пошла на belongings, работу. and walked to her place of work. But on this Ну, в particular этот day, день на ее her walk прогулку was interrupted by прервал the body мужчина, of a который man шел по who had городу, stumbled through town, разговаривал сам с talking собой, and screaming крича, to himself, and then а collapsed потом dead on the замертво sidewalk. упал на And тротуар. although she would soon Она уже turn to go собралась call for позвать an на ambulance, помощь, for just a few но brief несколько moments, she мгновений она не considered могла the оторвать strange взгляда от man. незнакомца. He was obviously Он был crazy. сумасшедшим, This much она это she точно knew. знала. Everyone knows what Все crazy знают, как people выглядит look like. сумасшедший. And in that moment, И тогда она she thought to подумала, herself как ей how повезло, lucky she что она was to be нормальная. normal. I am sane. Я в своем I уме am in контролирую свой control of разум. my mind. Я знаю, что это реально. I know what А is что real нет. and what isn't. It was comforting to Мысль think this, успокаивала. and in a Это certain странный way, мужчина seeing в this каком-то man made роде her ей feel даже better. помог. But then she Но remembered the потом она meeting she had вспомнила, что на scheduled for встрече у that day. нее была The very назначена important people с очень whose важными impressions людьми, of her would и от affect их her career, and by мнения о extension, море. the rest of her Значит, life. значит, She ее had no оставшейся time жизнь. for this. У нее не So было it was времени only a разбираться с телом, moment потому that что she она stood there, постояла staring над down ним at всего the пару body. секунд, And then she а turned потом to the развернулась и man. побежала. Блять, какая дичь. О! О! Ну, комната изменилась. Кстати, еще хотел вам сказать, есть легкий способ, как вы можете проверить, во сне вы или нет. Просто возьмите, задержите дыхание и попробуйте подышать сквозь это. Сквозь задержку дыхания. Если вы во сне, то вы будете чувствовать, как вы дышите. Потому что когда вы спите, вы как бы не задержите нос. А если вот вы в реале, то вы не почувствуете два дыхания. Вы почувствуете одно и то, которое закрыто. Так, поправим микрофончик, надеюсь, меня нормально слышно. Окей. All of his co-workers were Все его gone. коллеги пропали. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Опа. Stanley Я came опять to a здесь. set of two open doors, В he левую. entered the door on his Давай left. попробуем в левую, давай. Тут что-то поменяется или будет все так же, как и было? Ага, опять переговорная. Yet there was not a single person here Никого не either. оказалось. Feeling a wave of Стэнли не disbelief, поверил своим Stanley глазам. decided to go Решил up пойти to his наверх. boss's office. Надеюсь, Coming to найти a там. staircase, А что если Stanley я... walked upstairs Вот to я his вышел на boss's улицу, а office. что если я просто пойду вперед и не буду стоять и читать диалог? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had Мне left похрен на his диалог, я post просто during вперед work пойду. hours, he might be fired for that. And in А! such a competitive economy, why had Чего, he блядь? taken that risk? All because he believed everyone had комната vanished. поменялась. His boss would think he Что? was crazy. And then something Что occurred to происходит? Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe Что, I блядь? am crazy. All of my Опять я здесь? co-workers blinking Опа. mysteriously out of existence in a А. single moment for no reason at all. None of it made Что за any хрень? logical sense. Те- And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For Здание начало example, повторяться. why couldn't he see his feet when he looked down? Блять. Why did doors close automatically behind him wherever he Что за went? хрень? And for that matter, Опа, these rooms кофе. were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to Да ё-моё, himself, блин. this is all Сколько too можно идти strange. уже? This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He Я yelled. в ахуе. This is all a И dream. долго я так буду идти? What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job,
He wasn't crazy after all. Ну, кстати, вряд ли бы вы во сне такое смотрели. I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Что происходит? So, he imagined я himself заколебался уже идти. and began to gently Ничего не float меняется, above я the просто по ground. кругу иду. Then he imagined himself Залетел. soaring through space on a magical starfield, Космос and it появится. too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Да убей меня уже, заколебал. And then perhaps the strangest А он все question сидит of там и them all клацает на entered эти клавиши. Stanley's head. One, he was amazed Начать игру заново he hadn't продолжить. asked himself Давай, sooner. убей меня уже. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people, Не, ну мне серьезно сидеть и the ждать, truth когда он was that, of закончит. course, this was not a dream. How could Может it мне be? сесть в машинку, да, Was и Stanley сесть в simply машинку. deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a Все, я shock to заныкаю Stanley. здесь. Вот. After all, Посижу he вот knew так. for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his Прикосновение back, матраса к спине. the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Да-да-да. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? В итоге крыша поехала. Black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was. Как ей повезло, что она нормальная, да. Я в своем уме контролирую свой разум. Я знаю, что реально, а что нет. Мысль успокаивала, и этот странный человек в каком-то роде ей даже помог. Но потом она вспомнила, что на встрече у нее была с очень важными людьми, и от мнения зависела ее карьера, блядь. А значит, и оставшаяся жизнь. У нее не было времени разобраться с телом, поэтому она просто постояла всего пару секунд. А потом развернулась и побежала. Ну вот и все. Можно, в принципе, на этом закончить. Много потестили, но есть еще что потестить. И до сих пор, по-моему, истинную концовку сюжета не была раскрыта. Надо было выключить эту программу. Что ж, не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик, рекомендовать друзьям.
Сделайте активность. Помогите продвинуть этот ролик, помогите развить канал. Расскажите друзьям. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.